Дориан, здорово. Приветствую всех у себя на канале, с вами Дориан Корнет. И сегодня мы узнаем, как Алишер Моргенштерн делает свои видео. Я не знаю, зачем вам это, но под разбором монтажа Мармока вы это попросили. Кстати, забавный факт. Если глянуть его последний видос и опуститься в теги, можно заметить сия сообщение. Да и видео человек, который якобы его продюсер, представляется именем его покойного отца. Это довольно странно. Интересно, это совпадение и я не шарю, или Пальма вернется, скорее всего. Но неважно, погнали, короче. Пальцем шелк и деньги фант. Самый дикий это факт. Мой гордился бы мой папа. Делай деньги, блядь, Может, ты хочешь стать ютубером? Игры там снимать или стримить? Тогда программа Streamlabs OBS подойдет для тебя идеально. Там уже есть все, что тебе нужно. Там уже встроено оформление для ваших стримов и видео. Встроены донаты через их собственную платформу. Более того, там сразу встроен чат и встроена студия для профессионального редактирования ваших видео и стримов. Кстати, там еще есть возможность продавать свой собственный мерч. Так что, если хотите барыжить мерчем, вперед, там это тоже есть. Стримеры и ютуберы за короткий срок там уже набрали более $500 тысяч. А это, много, и ты можешь стать частью их компашки. В общем, все, что тебе нужно, собрали в одну программу, и ты можешь скачать ее по ссылочке в описании. По заверению разрабов, программа жрет на 20% меньше ресурсов, чем обычный OBS или другая программа. Так что вперед! Ведь для обычного OBS придется устанавливать всякие плагины, скачивать чат и так далее, а это жрет ресурсы. И, кстати, ты сможешь управлять своей трансляцией прямо с телефона, настраивать сцены, читать чат и так далее. Если у вас нет второго моника, это для вас прям идеальный вариант. Ссылочка, опять же, в описании. Да, ну вот и начало видоса. Надеюсь, вам будет интересно узнать что-то новое. Ну или не знаю, возможно, ты уже все знал. Ты ж смышленый, типа. Проблема записи этого видео заключается в том, что все видео с его канала он скрыл. И инфу уже не нарыть. Но я постарался, поискал, и часть инфы у меня есть. Да и в ВК я особо как-то не старался спрашивать или что-то там узнавать прямо у него. Да и вряд ли бы он ответил. Я же, ноунейм. Да и пруфануть я особо это не смогу отчасти. Кстати, может именно ты хочешь увидеть туториал по Ableton или FL Studio, в общем, туториалы по созданию музыки, битов, обработки вокала и так далее. И это можно сделать. Сделаем, скажем так, свой Easy Rap с блэкджеком и чем-нибудь еще, наверное. У меня был опыт в создании ремиксов в FL-ке. Это, конечно, не написание битов с нуля, но главное, что опыт есть, а все остальное можно узнать постепенно самому. Давайте так, если мы наберем на это видео 10 тысяч лайков, да, это много, но в прошлый раз вы, сумели за пару дней набрать 10к лайков, это, офигенно. Так что и здесь будет 10к лайков точно, рано или поздно. И тогда я стартану серию видео с обучением по созданию битов, музыки, обработки вокала и так далее и тому подобное. Я думаю, вы поняли, так что все в твоих руках. Ну и да, мы уже запизделись, поэтому давайте перейдем к основной части видео. Итак, есть ли что-то сложное в создании видео, как у Моргенштерна? Нет. Я лично не думаю, что это как-то сложно. И он сам говорит, что делает это на TBS меньше, чем за сутки. Даже его топовые треки. Начнем с того, что он использует в написании битов, музыки, треков и как хотите называйте, в общем. Если вы смотрите его видосы внимательно, то увидели, что это Ableton Live 10 Suite. Ableton Live, что это такое? Это прога, в которой работает огромное количество всяких разных музыкантов в разных стилях и направлениях. Для примера там есть Skrillex, Армин ван Бюрен, да и вообще много кого там еще есть. Долго перечислять. Программа предоставляет огромные возможности в работе, импровизации, живых выступлениях. В общем, в одной коробке все собрали, и рыться в поисках левого софта уже не придется. Поэтому эту прогу многие любят, ибо не надо нигде, кроме нее, работать для того, чтобы сделать топовый трек. Насчет другого оборудования немного спорно. Но у меня есть, например, микрофон AT2020, и он довольно сильно напоминает майк Алишера, ибо есть белая версия AT-шки, и со стороны выглядит прям один в один. Хотя я могу, конечно, и ошибаться. Да и, честно говоря, это не особо важно. Все микрофоны в таком диапазоне смотрятся примерно одинаково на вид, да и звучат тоже примерно одинаково. Это мой опыт. У меня у самого было дохрена разных микрофонов, примерно от 5 до 10 тысяч, ну и там дороже тоже были, но это не важно, я их просто экспериментировал, пользовался, брал на время, скажем так. Кстати, этот майк ему подарила мама. Хотела поддержать, ну и типа так неплохо поддержал, он все еще им пользуется, это круто на самом деле. И к сия девайсу прикреплен обычный паук, чтобы глушить вибрации, и, конечно же, подставочка. Не пантограф или что-то еще, а именно микрофонная стойка. Скорее всего, это Bespeka MSX. Ну, типа название вы все равно видите. Выделить можно лишь то, что у него не USB микрофон, а значит, что ему нужно питание. Разглядеть его питание я не смог. Я долбился в глаза, сидел, пытался найти, и ничего не смог особо в этом плане найти. Единственное, что я заметил по очертаниям того, что я высмотрел, это, скорее всего, какой-то процессор эффектов по типу VoiceTone R1. Эффекторы нужны для того, чтобы, например, когда вы поете, вокалируете, у вас по нажатию одной кнопки происходила обработка вашего вокала. То есть там уже заложены какие-то определенные эффекты, реверберации,
реверберация или что-то еще, вы ее накладываете и можете петь, там, не знаю, делать всякие вещи сразу же с обработкой. Также у него есть гитара Yamaha APX 600 Acoustic Electric Guitar черного цвета, на которую он собрал на своих стримах и которую иногда, редко, правда, но использует в своих треках. Ага, гитара, это значит усилитель. Да необычно, это комбо-усилитель от компании Vox, а именно Vox VT20+, скорее всего. Их там много, они все, сука, одинаково смотрятся, так что, скорее всего, это он. В плане звука, по идее, все, но он также использует петлички в некоторых видео, в разговорных, иногда бывает, редко, но бывает. Свой iPhone, потому что у него был видос на тему того, как он там записывал, ходил по лесу, звуки разные, и потом из этого трек сделал. В общем, юзает все, что под руку попадается. Дальше, картинка. Это довольно также важная часть видосов. То, что я точно знаю по поводу его картинки, это то, что он раньше снимал видосы на Logitech C920. Это вебка такая. Ее иногда можно увидеть в его комнате, в его видосах. Редко, но тоже бывает. После этого он перешел на камеру, а вот тут, скажем так, голяк. Он вообще нигде ее не светил и о ней не упоминал. Так что сказать что-то определенное довольно сложно. Картинка топовая, особенно в последних видосах. Так что навскидку скажем, что это Canon 5D Mark III. Дорогая, сука, камера, но реально крутая. Насчет монтажа сказать могу точно. Это Adobe Premiere Pro. И это было заметно по его видео и в его видео тоже, что он использует именно эту программу. Даже в клипе Fuck the Mall было заметно именно эту программу в одной из вставочек. Так что это прям точно. Очередной клип за ебаный день. Так это и делается, ёпты. А вы что думали? Смотри. Кстати, если вы не знаете, как монтировать через Premiere Pro, но хотите тому научиться очень уж пиздец как, ссылочка для вас будет в описании. Прыгайте туда и смотрите. Там я рассказываю самые основы этой программы, и если вы ее не знали или хотели ей научиться, это прям для вас будет, так что ссылочка тоже будет в описании. В плане цветокоррекции, иногда она есть. Она не особо заметная, но зачастую она есть. Все, что он использует, это просто подчеркивает какую-то там атмосферу или, не знаю, там погоду. Типа, если на улице холодно, добавляет холодные тона. Если дома тепло, добавляет теплые тона, и больше ничего особого в плане цветокоррекции-то и не делает. Все довольно просто. Да и в монтаже в целом ничего особенного нету. Есть только нарезка, всякие эти разные яркие вставочки, которые режут уши и глаза. Хайп. Делается это просто. В любой проге звук выкручиваешь в максимум, в эквалайзере максимум, ну и на картинку кидаешь яркий цветокор. Да и все, конец. Дальше нужно только нарезать и тю-тю, монтаж готов. Видос как у Алишера, йо-бой. Дальше, чем он записывает саму программу, типа Ableton, когда он делает видосы. Тут смысла говорить именно ту прогу, которую он юзает, нету. Их до хрена, они все одинаковые. Но я лишь выделю Shadowplay, прога, которой сам пользуюсь, и она довольно топовая. Записывает видосы без потери качества и не нагружает ПК. Если у вас, конечно, видеокарта от GTX или GeForce, не помню. Короче, системные требования, вот они. Можете тоже ее юзать, я ее использую всегда. Уже не первый год, наверное, лет 5, может, ее использую для записи всего и вся. По поводу оформления. Раньше я бы сказал, что это Photoshop, 100%. Потому что раньше он делал все сам. Но, скорее всего, сейчас работают либо его друзья, либо братишки, либо какие-то фрилансеры нанятые. Ибо картинка и оформление стало в разы лучше. Уникальные логотипчики, всякие арты и так далее. Это делает уже не он, это 100%. Так что все, что сделано в плане оформления, шапка, аватарка, превью, видео и так далее, раньше был задействован Photoshop. Сейчас тут набор программ разный. И для того, чтобы делать клип-арты, и просто арты и так далее. Но, скорее всего, все равно используется Photoshop тоже. Потому что Flash это как основа. Его все используют, и это реально топовая программа для всех. По сути, как у него складывается процесс создания видео. Первое, он придумывает идею и сценарий. Второе, подготавливает аппаратуру, выбирает локации. Далее, создает сам трек и параллельно записывает процесс создания трека. После, понятное дело, там доснимает материал дома, какие-то вставочки снимает и так далее. После этого происходит выезд на локацию и снятие заранее продуманного клипа, то есть какие-то моменты должны быть. В общем, режиссура, да и только. После этого шестой, скажем так, это уже финальный монтаж всего этого дела. Приезжает домой такой, блядь, надо смонтировать видос, и монтирует все, что нужно. Звук сводит, делает все, что было топово охеренно. Это, конечно, очень простыми словами, не вдаваясь в детали создания видосов. И это относится только к проекту EasyRap по большей части. Снятие клипов, запись треков, это уже чутка другое дело, да и знать это никто, кроме него и его команды, не может, правильно? Но я думаю, что план разработки там примерно такой же, плюс-минус. Вряд ли это чем-то отличается. Надеюсь, что он после тура, или даже может до тура, вернется на YouTube и будет делать дальше видосы. Потому что уж больно он интересный персонаж. Как гласят его теги, да и вообще здравый смысл любого человека, который думает своей башкой, он еще вернется. И успеет разъебать интернет, как он уже делал с черным экраном на первом месте в трендах. Мы разобрали девайсы, которые он использует и что он использует для создания своих видео и треков. Надеюсь, вам было это интересно.
интересно. Я не стал вдаваться в подробности именно насчет этого монитора, например, клавиатуры, мышки и так далее. Насчет каких-то девайсов именно компьютера, типа колонок каких-то и так далее, потому что это не особо важно и не особо интересно. Именно в процессе создания самих видео это не особо принимает участие. Ну как, принимает-то полноценное, но нахрен это не надо. Вам разве интересно знать, какая у него клава, мышка и так далее? Да, если вы сами посмотрите его старые видео, на просторах сети они уж точно есть, вы увидите, что они довольно стандартные, и там нечего обсуждать. Типа довольно стандартная клава, довольно стандартная мышка и моник, как будто пришел в кабинет информатики в школе. Знаете, эти уебанские компьютеры слабые с уебанскими девайсами. Вот прям один в один что-то такое. Опять же, если вы хотите увидеть туториалы по Ableton или FL Studio, в общем, туториалы по созданию музыки, битов и обработки вокала, ну и всякого такого, то пишите об этом в комментариях и, конечно же, ставьте лайк. Если мы наберем 10 тысяч лайков, а это рано или поздно случится, я начну, скажем так, погружать вас в изучение себя прекрасных программ для создания движа в ушах зрителей и слушателей. Короче, научим вас делать более-менее годные треки, ну плюс-минус. Так что я думаю, вы поняли, и все в ваших руках. И, кстати говоря, мы уже запизделись, наверное. С вами был Дориан Корнет. Не забудьте скачивать программу Streamlabs по ссылочке в описании, ибо это реально топ-софтина для записи видео и для стриминга. Она поможет вам перейти на новый уровень в планке качества. Я уверен, что если бы Алишер знал про эту программу, он бы и пользовался. Так что скачивайте, ссылочка опять же в описании. А тебе, именно тебе, я скажу спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк на это видео, если этого еще почему-то не сделал. Написать комментарий, и неважно какой, вообще любой, главное без мата, чтобы был адекватный комментарий, любой. Вот серьезно, можно даже хлеб написать, или арбуз, вообще без разницы. Или, например, пальма, я думаю, будет довольно аутентичненько. И, конечно же, подписывайся на канал, если этого еще почему-то не сделал. Слева прикольный видосик, справа прикольный видосик, а посередине кнопочка, которая позволит тебе подписаться на канал. С вами был Дориан Корнет. Адьос, амигос, и до новых встреч. С вас 10 тысяч лайков. Деньги, блядь, вот так, пальцем щелкайте.